Всем привет! Польша подсуетилась и вводит новую, да, карту попута, новую программу для того, чтобы украинцы могли остаться в Польше в легальном поле после временной защиты. Эта программа так себя и позиционирует, то есть называется она Цукр, меняет она программу, которая называлась Песель Укр. Песель Укр это выдается именно тем людям, которые сейчас приезжают и оформляет временную защиту. В каждой стране эта защита временная, да, она называется по-разному. И радует то, что Польша, видите, тоже уже подсуетилась, Чехия уже, и еще пару стран уже, Австрия в том числе, огласила про специальные программы, да, с помощью которых украинцы могут остаться легально уже с 25 года. В Австрии уже заработала эта программа специальная для украинцев, на которую можно податься и уже легально остаться. Очень хочется, чтобы и Ирландия ввела какую-то уже, да, программу, изменила как-то статус, то есть помогла людям как-то здесь реализоваться и стать в легальном поле по-настоящему, потому что все понимают. 25-й год уже на носу, осталось всего лишь 1,5 месяца до конца года. И после 26 год март, это, я думаю, финал полностью всей временной защиты. И все максимально страны пытаются подсуетиться и реализовать какую-либо программу. Потому что очень много людей выехало в Европу, но тех, кто себя по-настоящему реализовали здесь, очень их мало. То есть тех, кто открыли бизнес, нашли себе постоянную стабильную работу. Все вот эти вот статусы, которые новые программы страны ну, реализуют, да, создают, они все подразумевают, что человек будет сам себя обеспечивать, то есть он сам за себя будет платить, то есть у него есть работа, либо бизнес, либо еще чем-то он занимается, но он, главное, не напрягает, не сидит на шее у правительства. Вот таких людей, конечно же, оставят, потому что они, раз, платят налоги, два, они вносят, да, лепту, вносят какой-то позитив и хорошие дела в общем в страну, в общество. А те люди, которые сидят на шее, неважно, что это там пенсионер, либо инвалид, либо опекун, либо студент даже, который учится, это не будет никого не интересовать ни в Италии, ни в Ирландии, ни в Испании, ни в Польше. Поверьте, когда закончится защита, а уже все к этому идет, и Польша прямым текстом заявила, что ребята, начинайте с 25 года переходить на новую программу Цукр, потому что вы тогда сможете легально оставаться в Польше на 3 года. Это уже абсолютно другой статус пребывания. Все учитывается в гражданство. То есть вы уже переходите вот эту вот главную, да, границу из непонятно кого, из человека со знаком вопроса, в человека, у которого есть будущее, есть завтрашний день, и вы знаете, что уже в течение 3 лет живете легально, вам не важно, что там, где там, какая защита, война, не война, перемирие, ты уже находишься в этой стране легально, и ты и твоя семья в безопасности, потому что ты себя как-то показал, реализовал и оформил новую, да, карту вот эту вот побыта для украинцев Цукр. Это отличные новости. Я же говорю, что Ирландия даже сейчас на данный момент на середину до ноября 24 года она до сих пор не продлила даже временную защиту. То есть она еще, если уже большинство стран продлило до 26 до марта 26 года, как это требует Еврокомиссия, то Ирландия еще нет. Ирландия, конечно, у нее специфическое отношение к времени и к работе. Они все скрупулезно, да, обсуждают, рассматривают и всегда все делают в последний момент. Я уверен на 100%, что, конечно же, Ирландия продлит эту защиту, но на каких условиях еще непонятно, потому что в Ирландии в конце ноября будут выборы в парламент, и это будет очень важно. То есть, вы сами понимаете,
когда страна принимает, ну, тех, кто бежит, да, беженцев, которые по временной защите, то есть украинских беженцев, то она просто подчиняется правилам Еврокомиссии, она должна принимать, но на каких условиях, какие бенефиты, выплаты, социальное жилье или нет, и на какое время, сама внутри страна решает, какую программу делать. И все страны пытаются выделить украинцев из общего потока. Почему? Потому что украинцев в моменте стало очень много. И вот почему каждая страна делает отдельно для украинцев. Я понимаю почему. Потому что отдельную программу можно потом менять, закрывать, как-то урезать, что-то добавлять и какие-то моменты изменять. Потому что если давать обычную карту, да, то она действует для всех в общем. А здесь, когда какой-то поток граждан быстро приехал, то есть людей количество огромное, в Польше миллион украинцев, это 100%, я думаю, даже больше. Понимаете? То есть для чего это делается? Для того же, конечно, чтобы теперь легче было фильтровать людей, то есть возвращать, можно так сказать, людей в Украину, потому что когда все страны заявят, что всем нужно перейти там до марта 26 года на такую-то, такую-то программу, если вы хотите легально оставаться в стране, а поляки так и заявляют, переходите на программу ЦУКР, чтобы легально остаться в легальном поле в Польше. То же самое заявляет Австрия, Чехия и еще пару стран, я забыл какие там уже, они тоже объявили о введении специальных программ. Вот в чем фишка. Специальную программу отдельно для отдельного, как говорится, национальности либо народа, ее можно потом менять как хочешь. А когда программа у тебя общая для всех, то ты не сможешь этого делать без каких-то изменений жестких в законодательстве. А здесь обычная программка, и если что-то украинцы делают не так, либо что-то им не нравится, они легко ее закрывают, легко ее как-то редактируют, и все. То есть в этом и есть смысл, чтобы людей к марту 26 года максимально подготовить и уже потихоньку понимать, сколько народу заинтересовано остаться в стране, в той или иной, неважно, это Ирландия, либо Польша, в легальном поле, вы понимаете, то есть уже с 25 года люди могут оформлять эту карту, да, ЦУКР. Там же тоже есть свои нюансы в том, что ты отказываешься от временной защиты, то есть люди уже, которые будут оформлять в 25 году, они отказываются уже от статуса временной защиты и берут уже статус ЦУКР, а там это уже полностью обычный статус, как обычный беженец, как обычный человек-мигрант, как человек, который приехал заработать, да, денег, то есть устроиться на работу. Там все привилегии, да, обычного человека, который приехал на работу в Польше. То есть там отменяется бесплатное страхование, помощь на жилье, то есть все те программы, которые были в Песеле УКР, они недоступны для того украинца, который перейдет на статус ЦУКР. Но главное, что дает статус ЦУКР, это разрешение на работу легально и проживание легальное в течение 3 лет. То есть, если вы оформили в 25 году, это у нас 26-й, 27-й, 28-й годик. То есть до 28-го годика ты спокойно, со спокойствием, да, нет никакой тревоги у тебя в душе, что тебя кто-то будет трогать. Ты спокойно себе будешь работать, как и работал в той же Польше, но уже в легальном поле. Отличные новости, чудесные, роскошные. Я доволен, что поляки дают такой шанс, да, украинцам. Понятное дело, что кто-то скажет сейчас... Отношение изменилось, поляки, да, слишком много употребляют свое любимое слово под названием курва, да, в отношении украинцев и так далее, все вот эти ласкательные слова, я понимаю, да, возможно, и это не только в Польше, это происходит во всех странах Евросоюза, потому что много украинцев себя показали не с лучшей стороны, но те, кто показал себя не с лучшей стороны, и те, которые сидят до сих пор на шее у государств, у правительств,
у government, то, поверьте, каждая страна придумает вот такие вот специальные программы, и чтобы на них перейти, что в Австрии, я записывал, да, ролик про Австрию, там вообще жестко, там надо, чтобы вы год минимум платили налоги, то есть в Австрии там вообще жестко, тут просто работать, хоть только пошел, да, работать, и нормально, и можешь уже подаваться, и просто тебя переводят на этот статус, и уже ты не можешь там, ну, рассчитывать на бесплатное жилье, там, на все вот эти вот плюшки, которые давались людям, которые на временной защите. Вот и все. То есть в Польше немножко лайтовый, и в Чехии больше легче получить статус, чем в той же Австрии. Но вы понимаете, чем больше развита страна, чем сложнее будет получить тот или иной статус. Пишите в комментариях, кстати, ваше мнение по поводу вот этого нового статуса для украинцев в Польше, да, ЦУКР. Будете ли вы его оформлять, если вы находитесь в Польше? И как вы думаете, что придумает Ирландия для украинцев? Ваше вот личное мнение. В комментариях многие пишут, что ведут, да, тоже какой-то специальный, да, ну, штамп. В Ирландии это штампы. Сейчас украинцы на штампе 4 находятся на временной защите, который разрешает все, то есть который приравнивают украинцев к ирландцам практически во всем. То есть на 90, там, не знаю, с чем-то процентов у нас все есть доступ ко всему, как и у ирландца, который здесь родился, да, на этой земле. То есть это отличный статус, отличный штамп, но непонятно, будет ли он после временной защиты. Если нет, то они должны что-то придумать новое, и обратно же, чтобы этот штамп, да, давал разрешение на работу, это главное, это, во-первых, это самое главное, да, а второе, это доступ, да, будет ли к медицине, то есть будет ли вот это, как сейчас, да, сколько, ну, от заработка зависит, вот зарабатываешь ты там до такой-то суммы, тебе доступно там медицинское бесплатное обслуживание, ну, не в полной мере, да, в какой-то, то есть как это будет реализовано, непонятно, но Ирландия, я же говорю, все делается немножко с запозданием в последний момент, но они должны что-то придумать, и главный вопрос у всех, которые все задают, это будут ли все эти годы, которые украинцы прожили в Евросоюзе, засчитываться в натурализацию, то есть в гражданство, то, что прожили во многих странах Евросоюза, прожил 5 лет, подался и получил что? Паспорт. Вот как будет действовать Польша, да, в моем случае, конечно, это Ирландия, мне это важно. Многие говорят, что должны засчитать, потому что по закону, если ты получил штамп 4, то он считается натурализацию. Но как ты его получил, другой вопрос. Мы его получили бонусом, все украинцы, то есть ну не за то, а потому что мы на временной защите и потому что в стране война. То есть ты получил его бонусом, не за свои заслуги, потому что штамп 4, чтобы получить легально в Ирландии, тут надо отпахать не 1 год, это первое. И второе, чтобы попасть сюда, в Ирландию, нужно рабочий контракт. То есть это очень все сложно. А чтобы получить рабочий контракт, ты должен быть либо каким-то суперспециалистом, либо гражданам Евросоюза, чтобы сюда попасть немножко легче, да, тому, кто с Евросоюза, то есть поляку, там, литовцу, латышу, эстонцу, болгару, румыну и так далее. То есть им легче сюда попасть и как-то себя, да, реализовать. А украинцам очень сложно, потому что Ирландия не входит в Шенген, это первый минус, и второй, Украина не входит в Евросоюз, это второй огромный минус. То есть нам очень сложно, но мы продолжим обсуждать, давайте все-таки новый, да, проект, новую программу для украинцев под названием «Карта, да, Цукр». И главный аспект, смотри, украинские беженцы, проживающие в Польше на основании песеля УКР с 2025 года смогут получать специальную карту временного пребывания ЦУКР. Подать заявку на оформление разрешения можно будет только онлайн через электронную систему управления по делам иностранцев. Это дает все, да, привилегии, главное трудоустройство в Польше, легальное проживание на 3 года. Но следующий момент, чтобы получить вот этот статус, да, новый цукор, вы обязательно должны иметь статус какой? Правильно, песель укр. Но сейчас много людей жалуются, что многим отменяют просто, ну, отменяют, не дают этот песель укр. Это первое. И вот, да, критерии для получения карты цукор. Карта цукор в будущем заменит статус временной защиты. Вот это вот золотые слова. Вот все, что нужно знать. В принципе, вот это предложение можно было прочитать и дальше не читать. И просто максимально вычитывать, да, в интернете, что для этого нужно сделать, чтобы ты и твоя семья
вы легально остались в правовом поле в Польше, то есть в Евросоюзе, то есть спокойно жили и не тужили. Однако получить его смогут только украинские беженцы, которые соответствуют следующим критериям. То есть нужно соответствовать не просто так, налево-направо, как временную защиту в начале. Сейчас уже, конечно, и временную защиту налево-направо не раздают, уже смотрят, уже многие страны вообще ввели, да, такие ограничения, что из западных областей Украины не принимают, да, только ну, в особом режиме рассматривают, и там до 90% от отказов просто. То есть потихоньку все понимают и пытаются максимально уже дистанцироваться и ограничить поток, потому что, еще раз повторяю, 25-й год уже вот здесь на носу, на носике, да, а 26-й мы не успеем просто оглянуться, вот так вот, щелчок пальцев, и мы уже там. А у людей, у правительств, да, у государства, у Евросоюза будет огромная проблема. Если они еще впустят, там, не знаю, пару миллионов украинцев, то просто этот прекрасный союз, он просто лопнет, как мыльный пузырь. Он лопнет. Не забывайте, что не только украинцы напрягают, да, систему, но не забываем, что каждую минуту, каждый месяц идет поток арабов различных из Африки людей. То есть идет еще потоки иммигрантов, да, и беженцев с других стран, не только с Украины. И все вместе это такой, знаете, большой микс, который очень слишком напрягает и очень слишком раздувает этот пузырь проблем с миграцией, которые есть в Евросоюзе. Следующий момент, первое, по состоянию на 4 марта 2024 года, кто может претендовать на какие критерии должны быть? Да, первое, по состоянию на 4 марта 2024 года оформил активный статус укр, то есть песель. То есть ты должен, да, до 4 марта 2024 года у тебя должен активирован быть статус, да, песель укр. То есть уже тех, кто оформил, получается, 4 марта, уже не смогут в спокойном режиме, я так понимаю, оформить. То есть все люди, которые оформили до 4 марта 2024 года, у них будет в порядке. Следующий. В день подачи документов на оформление статус ЦУКР будет иметь активный статус УКР. Ну вот о чем я говорил. То есть у вас должен быть активен один статус, чтобы перейти на другой новый статус. То есть просто так в автоматическом режиме ничего не делается. И плюс, обратно же, нужно получить первый статус, чтобы потом получить второй статус. То есть это говорит о том, что люди максимально там в Польше, правительство понимает и максимально хочет людей количество уменьшить. И они понимают, что многие кто-то нелегально, кто-то где-то как-то там, да, мутит, крутит. И эти все люди, либо кто-то сидит, ни черта не делает. И эти люди, конечно, не смогут перейти на этот статус. И все. И потом, после 26 году, все дружно соберут свои узелки и, конечно, куда вернуться в Украину. Потому что по всей Европе будут вот такие вот серьезные ограничения. Третье. Непрерывно имели активный статус УКР как минимум в течение года. Вот и все. То есть вы должны были год. Вот есть те люди, которые сейчас только начнут приезжать, либо раздупляться в 2025 году. Вот получается, что для них уже будет вот эта вот вся программа нереальна, потому что они не будут претендовать на третий, то есть они не смогут пройти квалификацию по третьему признаку, то есть они не смогут быть год, да, на вот этой вот первой программе, то есть песель укр. В этом вся загвоздка и проблема. И последнее здесь нету, я смотрел, да, тут вот есть другой сайт, да, с уточнениями, вот, то есть еще все-таки приветствуется то, что вы, если вы работаете просто так, вы не будете, да, как вам сказать, э, то есть вы не будете просто так ее получить этот статус, да, ЦУКР, если вы ни черта не делаете, вам могут отказать. То есть если вы дармоедничали, да, 2 или 3 года в Польше, то вам могут отказать. Вы же понимаете, там отказы могут без какого-либо вообще объяснения даже. Плюс эта штучка, да, эта карта будет стоить 300 злотых. То есть 300 злотых, да, будет стоить эта штучка. И сама еще карта будет стоить 100 злотых. Чтобы, то есть 400 злотых на взрослого и 350 на ребенка. То есть вот такие вот правила будут, да, в
в Польше в ближайшем будущем, то есть в 2025 году. Ссылочки на два вот этих ресурса, где я, да, смотрел и черпал информацию, я оставлю. Плюс вначале вообще заявляли, что да, будет с 1 июля эта карта, но я не записывал видео, потому что не было подтверждения, они просто обговорили это, но не подтвердили. И вот на днях они подтвердили, что с 2025 года можно подаваться. Вот почему, да, я записываю это видео позже, многие уже про это знают, но я записываю с тем смыслом, что все страны суетятся, когда же милая Ирландия засуетится, когда же наша родненькая, когда наш родненький, да, изумрудный остров предложит какую-то программу для украинцев, для украинских беженцев, чтобы мы все могли уже понимать, как нам, да, подбиться под те или иные стандарты, параметры, чтобы попасть, чтобы получить этот штамп, либо попасть в эту программу, чтобы остаться в этой прекрасной стране. Всем добра, позитива, хорошего настроения, добра, да, мирного неба. И надеюсь, что в ваших семьях и в вашей, да, душе вы как-то себя реализуете в Европе, вы хотите, да, как-то здесь зацепиться, остаться. Это, конечно, видео для этих людей, которые хотят все-таки остаться в Евросоюзе, либо еще в какой-либо, да, стране, потому что мы лично не собираемся никуда уезжать, потому что Ирландия потихоньку все-таки становится нашим домом. Всегда держу в курсе.